Добрый день, дорогие друзья! У меня сегодня очень интересная тема, очень такая важная и животрепещущая, в частности для меня, потому что в какой-то момент она стала буквально переломным пунктом в моей жизни, и я хочу с вами им поделиться. И если кто-то меня действительно услышит сегодня, возможно, это тоже станет определенной стартовой точкой для волшебных, прекрасных изменений в вашей жизни. И я бы хотела начать с вопроса. Скажите, были ли у вас такие ситуации, когда вот происходило как будто бы озарение или просто вот нарастал какой-то вопрос, как будто бы изнутри, а не мое ли это, а не попробовать ли мне это, а может быть мне начать это? Если у вас действительно были такие моменты, когда вот откуда ни возьмись, вдруг внезапно что-то, что абсолютно не коррелирует с вашей сегодняшней реальностью. И в большинстве случаев мы возвращаемся в нашу обычную реальность, говорим себе, что мечтать не вредно, но эта мысль, она иногда вот как-то появляется, а кто-то ее сразу задвинул куда-то в дальний ящик и пытается про нее забыть. Так, в общем, я хочу вам сказать следующее, что если подобная идея пришла к вам в голову, это не просто так. Потому что зачастую идеи, они не рождаются вот просто так. Потому что мы с вами и вообще вся наша система мозга, восприятия, это очень сложный, sophisticated процесс. И при всем развитии науки мы до сих пор имеем минимальное представление, каким же образом это все у нас обустроено, функционирует. Но даже если я вам приведу вот такой следующий пример, опять-таки концепция работы нашего мозга. Наш мозг в секунду обрабатывает 11 миллионов мегабайт информации. И это все идет напрямую в наше подсознательное. При этом осознанно мы воспринимаем только около 40-50 мегабайт информации. То есть вы представляете, что происходит. То есть наш мозг – это система сверхмощных фильтров, которые допускают только то, что преломляется, что проходит через зоны нашего допуска, скажем так. То есть вот эта вот осознанная информация, которая до нас все же доходит, она составляет 0,5 миллионных процентов. То есть вы просто представьте. А сейчас, если вы мне скажете, что эта идея, да, мне пришла какая-то идея, концепт, он как-то меня так тронул, но объясните мне, каким образом эта идея могла возникнуть у вас? То есть, если мы возьмем наш мозг, нашу систему подсознательного, допустим, представим это как какой-то айсберг огромнейший. И наше сознание – это то, что на поверхности. И через вот эту всю систему фильтров каким-то образом эта идея дошла до нашего сознания. Вы представляете? То есть, и я глубоко уверена, что эти идеи, если они пришли к вам в голову, значит, именно у вас есть стопроцентный потенциал для ее осуществления и реализации. Так как эта идея не пришла кому-то другому в голову, она пришла именно к вам. Значит, именно и у вас есть все средства и все таланты, все способности для того, чтобы ее осуществить в самой лучшей форме. Если мы сейчас абстрагируемся от сегодняшних данностей и вернемся глубоко в древность, к древним грекам и к нашему глубоко уважаемому Платону, который говорил, что все наше знание – это и есть воспоминание. То есть наша душа, мы, то есть глубинный наш дух, разумеется, он и не имеет доступ ко всем тем знаниям, которые были ранее аккумулированы. Но в какой-то момент наступает вот этот вот момент: вау, это мое, это похоже на меня. Вдруг вас что-то трогает,
Вдруг, не знаю, вдруг вы думаете: о, как будто бы это может быть моя история из прошлых жизней. Или вдруг вы думаете: а почему мне эта идея не приходила раньше? А почему бы мне не попробовать это? Это есть не что иное, как вспышка воспоминания. То есть это то, каким образом наше подсознательное, наша, как хотите, душа, наше истинное «я» сигнализирует нам, что вот оно, вот это твой путь тебе туда. Потому что другой системы оповещения у нас буквально нет. И наша с вами задача, то есть или прочувствовать, осознать, подумать и начать шаги к действиям, к реализации. Потому что если эта идея родилась у вас здесь, если она у вас где-то тронулась здесь, значит, именно вы имеете в себе весь полный потенциал для ее реализации. Это очень-очень важно, и мне кажется, именно каждый из нас — это абсолютная уникальность. То есть нет вообще похожих людей. То есть вот этот весь симбиоз нашего воспитания, наших черт характера, нашей чувствительности или нашей агрессивности, наших способов и манер взаимодействия с окружающим миром, мы являемся, каждый из нас, абсолютный уникум. И мы должны идти туда, если у нас были те вспышки. И что самое интересное, возвращаясь сейчас к тому же самому Платону, что, например, в 2007 году были исследования в Гарвардском университете, которые подтвердили, что при визуализации или при мысли, или при планировании каких-то будущих событий у нас активизируются те же самые зоны мозга, как и при воспоминаниях. То есть представьте, насколько уже тогда давным-давно они были во всем правы. Поэтому, ребят, я вас призываю, слушайте себя, слушайте ваши инсайты. И самое главное, верьте в себя. Не забывайте, что у вас огромнейший потенциал, что вы являетесь тем уникальным, тем непохожим, действительно уникальным во всех смыслах этого слова личностью. И именно вы можете реализовать то, что когда-то пришло вам в голову. Ребята, я вас всех очень крепко обнимаю. Буду рада любым вашим комментариям, вашим идеям, вашим мыслям по этому поводу. Если вам понравился контент, то, пожалуйста, ставьте лайк. Всего вам доброго, любите, берегите себя.